Привет моим всем подписчикам и всем тем, кто случайно зашел ко мне на канал. Сегодня я вам расскажу про пирометр Tempra 700. На задней стороне упаковки его характеристики. Давайте посмотрим. Так, что мы видим? Диапазон измеряемой температуры от минус 50 до 700 градусов. Оптическое разрешение 12 к 1. Разрешение в 1/10 градуса означает то, что прибор может измерить температуру с точностью до 1/10 градуса. При этом погрешность у него будет около 1,5% плюс-минус. Время отклика полсекунды. Другими словами, это время обработки информации, например, по измерению температуры с отображением результата на экране. Спектральный диапазон от 8 до 14 единиц. Коэффициент теплового излучения от 1/10 до единицы. Есть подсветка дисплея, автоматическое отключение, точный лазерный целеуказатель. Можно записывать в память измеряемую температуру, можно записывать в память. Присутствует сигнализация выхода температуры за предустановленные пределы. Фиксация максимальной и минимальной температуры есть. Ну и все. Так. А сейчас мы посмотрим, что внутри находится. В кейсе у нас находится руководство по эксплуатации, гарантийный талон и сам пирометр и батарейка. Есть возможность измерения как по Фаренгейту, так и по Цельсию. Сам корпус легкий, удобно держать в руке. На тыльной части присутствует 6 кнопок и дисплей. Пирометр включается при нажатии на курок. Сразу же появляются данные. Если держать курок постоянно нажатым, будет происходить постоянное измерение температуры. Я его не отпускаю. И происходит постоянное измерение в этот момент температуры. С помощью вот этой вот кнопочки желтенькой, которая находится с правой стороны, можно включать подсветку дисплея или отключать. Также с помощью этой кнопки можно включать лазерный указатель. Сейчас он выключен. Я отпускаю курок, нажимаю на желтую кнопочку несколько раз и, видите, лазер уже появился. Кнопка мод позволяет листать функции, переходить от одной к другой. Кнопка Set, левая желтая, означает подтверждение выбранной функции. С помощью стрелочек по бокам можно изменять заданную вами температуру измерения. Вот я нажимаю, и температура изменяется в меньшую сторону. И если получается так, что температура предмета, который вы измеряете, больше, например, выставленной вами, то срабатывает звуковой сигнал.
Пожалуй, самая полезная функция в этом приборе – это функция EMS. Сейчас она как раз отображается на дисплее. Эта функция означает выбор коэффициента теплового излучения. Выбор коэффициента излучения в зависимости от поверхности измеряемого объекта. Другими словами, это способность материала отражать падающее излучение. И в конце руководства есть таблица, где указан материал и его коэффициент теплового излучения. Кстати, у пирометра есть функция самоотключения. Если не нажимать ни на какие кнопки и не нажимать на курок, то пирометр самостоятельно отключится. Вот смотрите. При этом происходит фиксация последней измеряемой температуры. И вот сейчас экран погас. Все, пирометр отключился. С целью экономии заряда батареи. На одной из сторон пирометра нарисована подсказка, где указан размер измеряемого объекта, то есть диаметр его, и расстояние, на котором его нужно измерять, для точного определения температуры. Красные точки по кругу – это есть область измерения температуры. Отдаляя или приближая пирометр, площадь измерения температуры меняется. Заходя в функцию EMS, можно ее изменять. Нажимаю Set. И вот эти вот стрелочки вверх или вниз. Есть такая интересная функция, как diff. Она показывает изменение температуры измеряемого объекта в большую или меньшую сторону от его изначальной. Попробую объяснить это на примере батареи. Есть батареи с изменяемой регулировкой температуры. Вы, например, выставляете 50 градусов, наводите пирометр, он это фиксирует. После вы понижаете температуру до 40 градусов, на дисплее пирометра это, естественно, отображается. И вот как раз таки вот эта функция diff, она и будет показывать разницу между первым измерением температуры и вторым. Вот эта вот кнопка позволяет листать сохранение. Максимальное количество сохранений равно 30. Функция max и функция min показывает вообще, какая измерялась температура, например, за сегодняшний день, от минимальной до максимальной. На примере телефона, вот смотрите, его температура, к примеру, 26 градусов. Я отвожу в сторону пирометр, температура стекла 23,5 градуса почти. Я отключаю пирометр и видим, вот смотрите, максимальная была 26, а минимальная 23. В тот момент, пока производился замер.
эта функция позволяет сохранять измерение температуры. Но в моем случае она уже заполнена. Память. Видите, full. Вся память у меня заполнена. Покажу еще самые интересные страницы технической документации. Вдруг кому-то будет интересно. Кстати, да, на дисплее отображается индикатор заряда батареи. Ну вот мы и подошли к завершению. Если вам это видео было полезно, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. Всем до новых встреч!